А вы знаете, что женская и мужская ревность отличаются? Расскажу про это в этом видео, а также расскажу, как реагировать, если ваш партнер вас сильно ревнует и вас это раздражает, утомляет и вообще, честно говоря, бесит, когда ревнуют. Согласитесь, встречали ли вы такое, имеете ли опыт в отношениях, да? Какие чувства вы испытывали, когда ваш партнер ревнует? Вероятно, когда отношения только начинаются, сначала иногда нам это нравится, типа, раз ты меня ревнуешь, значит, ты меня любишь, думают поначалу, особенно женщины, да? Это приятно. В те моменты, когда отношения только зарождаются, и нам очень хочется получать подтверждение, что мы какие-то особенные. Но если мы уже живем вместе, если это уже брак, да, сожительство совместное, деление площади, и раз за разом происходят вот эти моменты ревности, вероятно, люди начинают от этого уставать, и это начинает раздражать. Итак, про это в этом видео. Что же делать, если ваш партнер такой ревнивый, да? Но начнем с того, как ревность отличается. Как правило, мужчины ревнуют женщину по причине того, что она может забеременеть от кого-то, и ребенок тогда будет не его, а он об этом и не узнает, и будет его растить, тратить ресурс на это. Конечно, в современном мире, когда мужчина ревнует, не думает вот так, как я сейчас это разложила. Это объясняет, да, вот эта модель, почему мозг срабатывает в какие-то моменты, что мужчине хочется ревновать. То есть на самом деле вот этот древний механизм, да, чтобы не дали мужчине другого ребенка от другого мужчины, чтобы не растить чужого, вот так срабатывает. А женщина обычно ревнует мужчину больше через эмоциональность, через эмоциональную связь, чтобы он не влюбился в другую женщину и не ушел, и не оставил ее одну, потому что она одна как будто бы не выживет. То есть женщина вот так, получается, удобненько пристроилась, с ним безопасно, он еду добывает, он охраняет меня от диких животных, и поэтому мне с ним безопасно. Так функционирует женский мозг. Так объясняется с точки зрения эволюции, почему женщина сегодня ревнует. Но, знаете, вот эти древние объяснения, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к современному миру. Но на первый взгляд. А если копнуть глубже, то мы можем заметить, что правда, чаще всего ревнивы те женщины, которые не чувствуют, что могут хорошо и комфортно жить самостоятельно, которые не зарабатывают сами, которые не умеют сами решать хорошо и легко бытовые эффективно проблемы, например, сходить там, переоформить газовую колонку, не знаю, там, с одного тарифа на другой, да, или кто будет ремонтировать забор в моем доме, мне нужен мужик. То есть женщины, которые не чувствуют себя самостоятельными, они чаще ревнивы, их действительно волнует вопрос, а ты будешь со мной дальше, мне с тобой комфортно и удобно. И тогда смотрите, как эта ревность на самом деле обесценивается. Она не про то, любишь ли ты меня, а про то, не уйдешь ли ты, чтобы я не осталась одна, потому что я не чувствую, что я свою жизнь сама могу выдерживать, обслуживать и организовывать. А мужская ревность, да, тоже смотрите, как она не про любовь, а про то, не буду ли я тратить деньги, ресурсы, время, воспитывать того, в ком нет моей крови. Где здесь любовь к человеку? Здесь все про, извиняюсь, вот если грубо так сказать, честно, напрямую, про спасание своей жопы. Да, мужчина ревностью спасает свою жопу из ситуации, чтобы не воспитывать чужого ребенка, не зная, что он чужой, а женщина спасает свою жопу, чтобы не начать жить самостоятельной жизнью, не чувствовать, что я могу сама выжить в этом мире. Поэтому, когда вас ревнуют, пожалуйста, не одевайте эти розовые очки, что это так прекрасно и это так классно. На самом деле это не про вас, а про человека, который ревнует, как, собственно, и все чувства. Что же делать, если ваш партнер вдруг ревнивый и вас это достало? Есть одно такое словосочетание, предложение, да, как палочка-выручалочка. Если вы замечаете, что ваш партнер очередной раз ревнует вас, спросите его,
чего ты боишься на самом деле? Вот такой простой вопрос. Просто задавайте его раз за разом. Чего ты боишься на самом деле? Потому что он отрезвляет ревнивца. Ревнивец начинает понимать, что на самом деле я не столько как тебя боюсь потерять, сколько боюсь чего-то вообще непонятно чего. Во-первых, этот вопрос сбивает вообще с толку. Типа, а чего я боюсь? А правда, а чего я боюсь? Человек начинает задумываться. Когда он в ревности своей, он не в взрослом состоянии, он попадает в своего внутреннего ребенка, который на самом деле там еще более, если поверхностно, хочет внимания, хочет быть самым первым, самым любимым. И этим вопросом, а чего ты боишься на самом деле, вы приглашаете человека в общение через его взрослого. И именно там он может соображать, думать, принимать решения, быть осознанным. То, чего вы и хотите. Поэтому просто запомните этот вопрос. Но если это не помогает, если вдруг вы пробуете, это не помогает, если ваш партнер совсем патологически ревнив, или вам совсем вот как кость в горле его ревность, то тогда приходите к семейному терапевту и прорабатывайте именно отношения. Потому что это все можно настроить. Можно и уменьшить ревность у партнера, и увеличить толерантность, способность принимать эту ревность у другого, которого достала эта ревность. И также можно организовать в отношениях какие-то дополнительные такие слова, поступки, которые будут смягчать этот момент. Не терпите, если вас совсем это достало, решайте проблемы, обращайтесь к специалистам. Я, как всегда, на своем канале рекомендую метод Джона Готмана, потому что, на мой взгляд, как эксперта в отношениях, как психолога, я считаю, что этот метод самый классный. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк. Если хотите больше узнать про ревность, вообще откуда она берется, что это такое, то внизу оставляю ссылку на первое видео, как первая часть в теме ревности. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, если какие-то есть по теме отношений, и до встречи в следующих видео.